Друзья, привет! Это Хостер Гараж, и сегодня у нас очередной влоговый выпуск. Причиной появления этой машины в нашем гараже стал постоянный стук шестерней при запуске. Будь то холодная машина или горячая, каждый раз после того, как машину заглушишь, если ее повторно заводить, каждый раз раздается рокот шестерней. Плюс к этому течет маслонасос. До этого в другом сервисе машину переуплотняли по маслонасосу и поддону, но, как вы увидите дальше, попалась прокладка не совсем хорошего качества. К сожалению, эти соединения повторно потекли, поэтому хозяин пригнал машину нам на переуплотнение крышки двигателя, поддона и с просьбой разобраться, почему же машина дизелит на запуск, будь то холодный или горячий. Будем разбираться. Погнали! В работе ГТЦ черного цвета, 1.6, механика. Проверяем ошибки, проверяем пробег. 223 347. Смотрим, сколько на одометре. Все норм. Теперь визуальный осмотр. Есть небольшие колхозы. Вот здесь с проводкой, конечно, жестко все. Здесь вроде все оригинал. Здесь датчики живые. Хозяин жалуется, что раздувает вот этот патрубок. Патрубок не оригинальный. Будем менять на оригинал. Здесь смотрим по сальникам. По сальникам вон там начинаются вопросы. В углу под электромагнитным клапаном уже начинает обрастать шубой. Но это не сам клапан, это как раз сальник выпускной шестерни. Потеет прокладка клапанной крышки. Антифриз не в уровне, кстати. Самое интересное у нас снизу. Его Величество маслонасос. Причем хозяин говорит, что его делали уже. И вот так сделали. Здесь либо поддон, либо сальник, либо вкладыш коренного. Здесь тоже все мокрое. Как делали маслонасос, непонятно. Уплотнение датчика уже потеет. Хозяин жалуется, что при каждом пуске, хоть горячем, хоть холодном, машина постукивает, потом работает нормально. И он попросил, помимо переуплотнения маслонасоса и переклейки поддона, переклеить бугель, проверить канал подачи на шестерне. Ну, соответственно, обслужить этот механизм. Ремень ГРМ останется старый, потому что он менялся не так давно. Вон там он пыльник ремня. Мокрый. Интересно, когда откроем ГРМ, посмотрим, что это. Может, это колено, сальник бежит. Либо это набрасывает с текущего маслонасоса так сильно. Здесь нестандартный фланец. Опять будем возиться с ним, подозревая. Гайки вверх, болты вниз. Здесь также не накинешь ключ, потому что он уперся. И с той стороны, скорее всего, будет то же самое. Походу, один и тот же мастер где-то работает. Экран отгнил, здесь уже дыры. Кронштейна уже ушей нету к нему. О, я так подозреваю, что здесь нету катализатора. Шов на выпускном коллекторе явно не родной. Ну что же, вскрытие покажет. Начинаем разбирать. Крышка оригинальная, нет ПЦВ, трафарет под клапаном, дата производства на клапане. Здесь GM мелко, не в пол крышки.
Болты идут с заужением. И дата набита лазером, а не выбита керном. 27.09.17. Как обычно, рубрика «Как у кота». ГБЦ чистая, хозяин следит за регламентной заменой масла. Даже датчики все чистые. Ну, то, что тут присутствует небольшой нагар, он всегда присутствует. Там место не омывается маслом практически. Если вот здесь в этих ваннах есть масло и кулачки разбрасывают, да, то здесь кулачка нету. И, соответственно, подачи масла туда нету. Но все равно двигатель чистый. В наше время это редкость. Выставил шестерни по фиксатору в метках. Не устану повторять. Впускная на ползуба выше выпускной. Они не напротив должны быть. Потому что все равно упорно в сервисах их пытаются напротив выставить друг друга. И, соответственно, метка колена. Да, смотрите, течет, да? Даже метку тут не видно. Надо посмотреть, откуда столько масла на кожухе ГРМ. Метка коленвала ВМТ 1 и 4 цилиндра. Меняем фильтр, ставим Мали. Как обычно, сломанные защелки. Так, раскидал ГРМ, вывесил мотор. Здесь вроде все неплохо, да, сухо. Вот есть следы масла на крышке маслонасоса. Но это ладно, полбеды. Спускаемся вниз и видим, как у нас здесь вот потеет маслонасос. Причем не по своей стандартной стороне, да, а по левой стороне дальней, которая к двигателю. И потеки поднимаются вверх, смотрите. Вон, видите, вот заглушка обратного клапана. И вверх все в масле. Масло появляется вон из-под генератора. И такое ощущение, вон там вон есть подтеки, что это течет сальник впускной шестерни. Обводной ролик. На шестернях выработка под сальником. Это вот выпускная, которая родная. Видно, как разбрасывала масло из-под сальника. Снимаем бугель. Канал пустой. Поэтому и стучит постоянно при запуске. Там сквозняк вообще. Он даже не набирает канал. Бугель переклеивался. Герметик на нем не анаэробный, а силиконовый. Вот такой. Вот видите, он. Анаэробный, он бы здесь уже стал лаком. Он потому что твердеет без кислорода. А этот до сих пор мягкий. Ну, соответственно, опять новые истории про недавно обслуженный бугель. Почему-то переклеенный, но текущий маслонасос и переклеенный поддон. Очень мне напоминает историю той машины. Так, сняли поддон. И тут такая интересная картина. Смотрите, вот здесь один цвет у герметика.
И он не полимеризовался до сих пор. Смотрите, какой он. А здесь другой герметик цвет. И смотрите, он тоже не застыл. Он вот такой. Первый раз вижу, что это за герметик такой. Все вот Виктор Рейнс, все силиконовые герметики, они полимеризуются. А это полиуретановый герметик, наверное. Поэтому он не потерял эластичность. Сетка чистая. Ну, есть тут пару герметосин. Так, в принципе, никакого криминала. Поддон опять чистый. Опять делали недавно все это. Да, прокладки конец. Говорят, меняли недавно. Тифлис. Обжатые масляные каналы. Сейчас посмотрим, что за прокладка. Сняли прокладку. Давайте протрем ее. Прокладка действительно не так давно стоит, ну, судя по ее цвету, да? Но и судя по ее цвету, это та же прокладка, что вот стояла на машине Димона. Он тоже в Москве где-то делал. Короче, нету ни одного опознавательного знака на прокладке. И эта прокладка No Name, китаец какой-то. Ни одного номерного знака идентификационного. Мы не можем понять, что это за прокладка, но судя по тому, что вот так, эта прокладка уже здесь все обжато, кольца плоские. И у нее эластичность уже такая ватная. Вот здесь она уже твердая. Вот и причина течи маслонасоса повторно. Откручиваем заглушку за генератором. Я ее взорвал заранее. Вот так выглядит заглушка. Итак, друзья, извлекли заглушку, видим клапан и часть не слившегося масла, который надо удалить, чтобы получить визуальный доступ к клапану. Масло выдули, соответственно, видим с вами внутри клапана герметик, который намотан на пружину и уходит к шарику клапана. Механическим способом пытаемся его извлечь. В случае, если это твердая частица, скорее всего, у вас получится это сделать, или выдуть с обратной стороны, или извлечь. У нас не получается, мы убираем внешнюю часть, которую мы видели, но видим остатки герметика, зажаты шариком, и доступ туда уже без повреждения пружины не получить. Принимаем решение извлекать клапан. Делается это кустарным способом. Сначала разрушается пластиковая опора пружины, извлекается пружина и осколки пластика. Получаем доступ к шарику, запирающему отверстие. Шарик выдувается или извлекается магнитом. И в итоге мы получаем только остаток от клапана в виде корпуса в канале. Его тоже извлекаем. И тут добираемся до основной проблемы, которая не давала шарику закрыть. Это герметик, который прилип с обратной стороны канала и попадал под шарик, подпирая его, не давая ему закрываться. Очищаем от герметика канал и начинаем промывать. После того, как извлекли клапан из канала, необходимо продуть. Загоняем сюда гибкий шланг. Канал идет вот так, буквы Г. То есть, если трубка достаточно гибкая, она проходит, соответственно, к основанию клапана, да? И продуваем, чтобы оттуда вышла вся грязь. После всех манипуляций мы получаем абсолютно чистый канал, без следов герметика и посторонних предметов, и готовимся к установке нового клапана. Так, продолжаем. Достаем новый клапан. Вот его код. Вот такой клапан. Сейчас будем ставить. Проверяем, как мы его отцентровали. Все, он стоит ровно. Теперь запрессовываем его в посадку. Проверяем. Клапан уселся. Готово.
По монтажу и обзору конструкции этого клапана, места его установки и проходимости каналов будет отдельный выпуск. Снят он будет для закрытой аудитории. Мы расширим приоритеты у подписчиков. Канал будет дальше расширяться, и будет два разных контента. Общедоступный контент, который мы пилим, блоги, там и все остальное, технические выпуски, и узкоспециализированные выпуски, которые будут доступны только самым преданным подписчикам. О появлении такой возможности и такого раздела будет сообщено отдельно. Так что следите за каналом. Так, заглушку закрыли и проливаем канал теперь. Канал заполнили, масло теперь в канале стоит. Снизу маслонасоса оно не вытекает через отверстие подачи. Все готово. На данном этапе проблема решена. Клиент не меняет теплообменник. Мы, конечно, не знаем, что там живет в радиаторе теплообменника. Пробег 220 тысяч. Теплик якобы обслуживался. Вот. Но все больные места, типа поддона, бугеля и маслоканалов ГБЦ маслонасос мы прочистили. Кстати, небольшая информация к размышлению. Вообще существовал и другой вид этого клапана. На мой взгляд, он был достаточно грамотно сделан в плане обслуживания. То есть, вот сейчас его фотография появится. Спасибо Сергею, если я не ошибаюсь, из Инстаграма. У него, кстати, проблема с поиском именно такого клапана. Сейчас в продаже почему-то его нету. Поставляется только пластиковый, который мы с вами сейчас обслуживаем, но до этого на XR моторах был готовый литой металлический клапан, который являлся клапаном и заглушкой одновременно. Он резьбовой, он просто вкручивался в этот канал и все. То есть при желании клапан извлекался просто его выкручиванием. Не знаю, с чем связана из-за его замены и переход на вот такую вот заглушку, но теперь будете знать, что до этого был вот такой клапан. Продолжаем. Извлекли сальник. И смотрите, под ним есть следы, как его извлекали. Вот видите, здесь по кромке, снаружи его когда рвали. И вот здесь вот есть повреждение тыльной стороны от съемника. Ну или самореза. Похоже на саморез, потому что конусный. Чем больше пробег у машины, тем богаче ее история. Посмотрите на привалочную. Когда-то с рьяным упорством отдирали прокладку клапанной крышки и потом зачищали ее. Итак, кратенько, что будем ставить? Меняем шланг на оригинальный от термостата к радиатору. Прокладки выпускного коллектора. Прокладка маслонасоса, мы ее открывали, показывали хозяину, чем отличается прокладка L-Ring оригинальной от неоригинальной. Ну, соответственно, прокладка маслонасоса L-Ring, прокладка клапанной крышки L-Ring, низ выпускной, форлюфт. Комплект гаек на верхние и нижние фланцы выпускного коллектора, все гайки новые. Сначала собирались менять только выпускную шестерню, соответственно, инновский комплект выпускной шестерни, сальник, болт, пробка и втулка. Сейчас еще едет впускная шестерня, но она едет GM-овская, потому что в празднике Инну было тяжело найти. У GM шестерни комплектация только шестерня, поэтому у нас отдельно пробка на впускную, отдельно болт на впускную, отдельно новая втулка на впускную GM, болт коленвала новый, кольцо уплотнительное датчика уровня масла в поддон, уплотнительное кольцо направляющей щупа, два колечка на трубку теплообменника, который идет от теплообменника к водяному насосу, крышки с маслонасосом. Также хозяин просил поменять датчик температуры на корпусе термостата, сальник коленвала и сальник распредвала на впускную сторону, на выпускную сальник в комплекте с шестерней. Также меняем масло в коробке МКПП, антикризисное масло, это Liquimoli, тоже GL4 80W, 2 литра. Что-то они по 800 рублей вышли, потому что за GM полторашку просят сейчас за литр. И прокладка на крышку дифференциала коробки. Масло GM EU, масляный фильтр Mali и по обычаю концентрат антифриса HEPA 3 девятки G12 и бутылка дистиллированной воды к нему.
И хозяин привез сам, еще в машине валяется, говорит, поменяй вводной ремень доп. Агрегатов Континенталь. Поддон отмыли, привалочный подготовили, сетку почистили, продули. У хозяина нестандартная пробка, поставили новую пробку через алюминиевую шайбу. Шайба, мне кажется, узковата, но посмотрим, как это будет держать. Пробка хозяина. Так, переуплотняем разъем датчика уровня масла. На новой прокладке он плотно заходит. Возвращаем экран. Собираем потихоньку маслонасос. Я все помыл, все детали. Шестерню уже смазал, посадил на свое место. Поверхность на блоке подготовили, очистили от окислов, обезжирили. Трубку теплообменника, вон она чистая, единственная, переуплотнили, прокладку с обеих сторон прокладки поменяли. Теперь устанавливаем прокладку насоса. Привалочные на маслонасосе подготовлены, обезжирены, зачищены. Ставим на место. Поверхность под бугель подготовлена, очищена, обезжирена. Масло в канале прошло 5 часов стоит. Чутка его приубрали, чтобы не размазывало, когда очищаем. Привалочные поверхности под бугель тоже подготовлены. Все очищено. Посадку под сальники тоже очистили. Клапана сразу поставили. На клапанах заменили один болт, потому что голова была практически слизана. Второй остался старый. Наносим герметик. Обезжирили поверхность, наносим герметик. Бугель переклеен, сальники установлены, сальники стоят разные. На выпуске стоит сальник, который шел в комплекте с шестерней, а на впуске стоит L-ring, потому что изначально хозяин не собирался менять шестерню, соответственно, мы не покупали инну на впуск. Сейчас приехала на впуск GM, в ней же инна, но комплектация там без сальника с болтом. Потому что это не инновский артикул, поэтому здесь стоит сторонний сальник, и, соответственно, отдельно купленный болт и заглушка. Валы уже стоят на планке, в горизонт, на фиксаторе. Маслонасос обтянут, сальник коленвала уже запрессован, фотка сейчас появится. Там стоит косо, ну, L-ring, в коробке лежал косо. Ободной ролик ГРМ уже на месте, генератор на месте. Монтируем кожух задний и приступаем к установке шестерней. Итак, шестерни собрали, впуск GM, инна. Чина, выпуск просто инна. Выставили по меткам, вверх и коленвал. Сейчас проворачиваем полный круг и проверяем, что у нас все сходится. Проворачиваем мотор перед тем, как закрывать кожухи. Полный круг, чтобы проверить, что все у нас крутится и метки совпадают. Здесь метки. И метка на коленвале. Меняем верхний датчик температуры антифриза, который в корпусе термостата. Хозяин сказал, что у него с ним проблемы. Я ошибок, правда, в диагностике по нему не видел, но он говорит, что с ним проблемы. Меняем на оригинал. Меняем патрубок, который идет от термостата к радиатору. Стоял не оригинальный, меняли где-то аварийно. Ставим оригинал GM. Перекидываем хомуты. Хомуты сразу разворачиваем удобным нам положением для работы, не в бок, никуда, где потом будет тяжело использовать инструмент, а так, чтобы мы сверху с вами всегда могли этот патрубок поменять в случае аварии даже на дороге. Поверхности на ГБЦ подготовили. Конечно, здесь есть вот задиры от предыдущих работ мастеров,
Но с ними уже тут их не снять. Я вышкурил все, что мог, все неровности, шероховатости. Так, поставили новую прокладку L-Ring, крышку обезжирили, закрываем. Вскрыли крышку дифференциала коробки, сливаем масло. Поверхности обезжирили, подготовили, очистили от остатков старой прокладки. Крышку тоже все очистили, прокладку положили. Закручиваем 18 ньютон-метров. Я делаю звездочкой, солнышком. Так, крышку обтянули, 18 ньютонов. Прокладка новая. У меня есть подозрение, что вот эта пробка, которую хозяин сказал использовать, с маленького диаметра шайбой, будет пропускать масло, потому что сейчас масла в картере нет, только то, что скапывает с мотора за ночь. И вот там вот ореол цветной, это масло. Мне кажется, что эта штука будет потеть. Итак, завели машину, греем. Показатели шестерней теперь в идеале 120/94. Ошибок нет. Включаем печку и прогреваем автомобиль. Ну вот и все, друзья. Мы закончили с очередной машиной. Ждем в гости следующую. Всем, кому был ролик полезен, не забывайте пробежать в комментарии, написать свое мнение, также прожать кнопочки подписочки, палец вверх, если понравилось. Можешь нажать палец вниз, если тебе не понравилось. Не забываем также заглянуть в соцсети, там всегда куча новостей, которые еще не добрались до Ютуба, но уже есть в аккаунте. С вами был Хостер Гараж. Всех обнял, приподнял. Всем здоровых машин. Скоро весна, скоро сезон. Пока-пока. До встречи в гараже.